Всем привет, с вами Татьяна. Сегодня хочу вам показать один необычный вариант вязания ручки для сумки с использованием цепочки. Смотрите, я буду вязать ручку вот для этой своей новой сумочки. Мастер-класс по этой сумке есть у меня на сайте. Переходите по ссылочке в описании. Сейчас хочу показать, как я буду вязать ручку. У меня осталось вот столечко пряжи, это совсем немного, то есть на полноценную ручку вязаную мне вряд ли хватит, поэтому я решила сделать вот такой вариант. Здесь у меня цепочка, ширина ее где-то сантиметр, ширина звена, то есть звено довольно крупное, и длина этого отрезка 150 сантиметров. Значит, мне еще понадобится крючок, который свободно проходит в звенья цепочки. У меня это четверочка. Да, пряжу я использую кожаную, точнее, пряжу из эко-кожи от производителя Бугетта. Ссылочку на нее я тоже оставляю в описании. Ссылочку на продавца. Далее. По толщине эта пряжа примерно как шнур 4-5 миллиметров, либо как трикотажная пряжа. Дальше мне понадобится либо два вот таких карабинчика небольших, либо два кольца карабина, вот таких. Здесь у меня диаметр 28 миллиметров. И на самой сумке у меня уже установлены два вот таких больших кольца карабина, их диаметр 44 миллиметра. Итак, что я делаю? Я делю свой отрезок цепочки на две части. То есть я сейчас отсоединю от этого отрезка 1/3 примерно, то есть где-то 50 сантиметров. И метр оставлю целиковым отрезком. Так, разделила цепочку и теперь беру один из отрезков и начинаю его обвязывать. Так, здесь у меня почему-то не зажато звено. Так. Начинаю обвязывать соединительным столбиком вот таким образом. Так, вывожу петельку. И вот так вот, вводя крючок в серединку звена, так, слишком сильно вытянула петлю. Так, смотрите, обвязываем и следим, чтобы петельки вот эти, которые мы вытягиваем, они были примерно размером вот с звено, то есть чтобы наша обвязка не стягивала цепочку потом. Если слишком маленькие петельки будете делать, то цепочка будет стягиваться и будет некрасиво. Так, обвязали всю цепочку и второй отрезочек тоже обвязали. Теперь отрезаем ниточку, вытаскиваем хвостик. Так, все, цепочка обвязана. Теперь наша задача ее сплести. И я это буду делать вот так. Смотрите, беру карабинчик, вот этот длинный отрезок, просовываю вот сюда. И то же самое, если у вас вот такой карабин, тоже можно его ее цепочку просунуть вот в это колечко. Вот так. Ну, то есть, понятно, да?
Так, вот таким вот образом выравниваю, чтобы цепочка как бы разделилась пополам у меня вот этим кольцом. Так, теперь беру вот этот отрезочек. И смотрите, чем хорошо именно кольцо карабин, тем, что мне не нужно разъединять звено цепочки, чтобы надеть его на это колечко. Если такой карабинчик, то чтобы надеть на него цепочку, нужно разъединить звено, то есть плоскогубцами, либо чем-то еще. И сюда надеть и зажать. А в этом случае можно просто вот так вот сделать. Так, сейчас. Вот. Все. Так, и теперь из этих отрезочков начинаем плести косичку. Так. Можно ее заплести туго. Вот так. Вот. А можно послабее, прям совсем слабенько. И тогда ручка будет смотреться уже по-другому. Ну вот, вот так я буду плести. Так, теперь смотрите, что я сделаю здесь. Я два отрезка скреплю между собой. Вот так вот скрепляю. Так. Все соединила. И третий. Так. Также продеваю кольцо карабин. Если обычный карабин, то сначала вы продеваете вот сюда карабинчик, а потом эти отрезки скрепляете. Так. И теперь вот так вот надеваю сюда карабин. И вот этот отрезочек тоже сюда, который один остался. Так. Ну вот, как-то так. Сейчас хвосты уберутся, и это будет все выглядеть по-другому немножко. Так, ну вот здесь вот разравниваем. Делаем эти плетения более равномерными. Так. И теперь нужно спрятать хвосты. Смотрите, вот эти два хвостика, где у меня соединялись два отрезка цепочки. Значит, вот у меня один сверху. Я сейчас сделаю имитацию петли. Вот таким образом. Так. И теперь ввожу крючок вот сюда в звено и в петлю в саму вот сюда. Так. Так вот. И просовываю ниточку обратно.
Так, ну вот как-то так. Теперь здесь можно связать вот эти два хвостика. Ну, несколькими узлами не надо, я думаю, хватит даже вот так вот одним узелочком, чтобы не было у нас лишних вот этих вот ненужных вещей. Так, теперь хвостики делаем покороче. Да, кстати, крючок я взяла, смотрите, троечку, то есть совсем маленький, чтобы было удобнее прятать хвосты. Так, теперь нам нужно эти хвостики как-то спрятать вот между петельками, чтобы было максимально незаметно. Так, вот сюда вывела. Теперь смотрите, что делаю. Между косичкой и цепочкой. Вот так вот. Сейчас пропущу этот хвостик. И вот сюда. Так. Но так как у нас здесь все это дело заплетено в косу, этого будет не видно. То есть сейчас я это все уберу. И даже если вы где-то там что-то, какой-то лишний сделаете стежок, лишнюю петельку, то ее будет не видно в общей массе. Так. Это, пожалуй, самое сложное во всем процессе вязания данной ручки. Убрать вот эти хвостики. Так, ну вот, можно подрезать, можно подклеить, кстати говоря, если есть какой-то клей подходящий. Хвостик я имею в виду подклеить вот к полотну, к петельке, чтобы он не вылезал. Итак, что мы имеем в итоге? Значит, у меня получилась ручка длиной 40 сантиметров. Напоминаю, что длина цепочки у меня была 150 сантиметров. Соответственно, каждый вот из этих отрезочков 50 сантиметров. Из этой длины получилась ручка 40 сантиметров. Далее, пряжи у меня ушло 25 граммов. Остался вот такой совсем малюсенький моточек. И в метрах это примерно 10 метров. И, собственно, остается только установить ручку на кольца. Ну что ж, надеюсь, что урок был для вас полезным. Спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии. И до встречи в новых видео. Пока-пока.